Здорово, родные мои! Как ваши дела? Всем привет! Это снова канал Грузин на Марсе. Сегодня я вам расскажу про плюсы этого лютого автомобиля. Но расскажу я сугубо свое личное мнение, не мнение кого-либо, не обзорщиков в интернете, не сервисменов, а сугубо мое человеческое отношение к этому автомобилю. Очень много было хейтеров на тему, когда я выложил видео про минусы. Я постарался показать минусы, не так сильно, хотя их в этом автомобиле достаточно. Очень многие пишут, что, чувак, за 1 миллион рублей, что ты хочешь? Так, 1 миллион рублей это большие деньги. Давайте сейчас смотреть плюсы данного автомобиля. А дальше уже решать вам. Жду вас в комментариях. Поехали! Какой самый большой плюс данного автомобиля? Конечно, цена. Цена и ремонтная пригодность. Это два основных критерия, которые позволяют ему оказаться лидером по продажам в 2023 году, я думаю, и 2024, и 2022. Ценник сейчас начинается от 700 тысяч рублей за комплектацию без гидроусилителя, без электроусилителя и без АБС. Самая первая комплектация. Ну, дальше чуть-чуть подороже. В принципе, за 1 миллион рублей можно взять автомобиль, который будет, в котором будет какое-то минимальное исполнение, которое необходимо, более-менее для комфортной езды. Первое и самое главное – это цена этого автомобиля. Да, там, имея 300 тысяч рублей или 400, в принципе, можно остальное взять в кредит. Второе – это ремонтная пригодность. Это не миф, что в каждом сервисе, в каждом городе, в принципе, можно починить данный автомобиль. Реально так можно сделать. Сегодня я вам покажу те плюсы, которые я для себя заметил. Для себя я выявил про этот автомобиль. И что мне, в принципе, я думаю, даже человек, который далек от ремонта автомобиля самому, в принципе, можно сделать. Давайте смотреть. И начнем мы с салона автомобиля, в принципе, где достаточно комфортно. И сейчас я вам покажу плюсы данной темы. Сразу хочу сказать, извиниться перед вами, автомобиль грязный. Не смог его помыть, потому что тьма народу. У нас в Москве 17 градусов. И на мойках просто лютая очередь. Даже на самомойках. Смотрите на вот этот угол открывания двери. Практически перпендикулярный. Да, я про видео про минусы говорил, что это минус. Можно там снести дверь, он не фиксируется. Но в плане посадки для крупного человека это охренеть как удобно. Вот это огромный проем двери и вот эта открывающаяся дверь. Что та, что пассажирская, что задняя. Так, теперь что касаемо еще плюсов в салоне. Смотрите, на самом деле, какая охренеть огромная обзорность у данного автомобиля. Что я имею в виду? Если вот вы сидите за рулем, у вас огромное лобовое стекло, огромное боковое стекло, достаточно маленькая вот эта часть, и обзорность вот автомобиля, видимость, наверное, одна из лучших вот в своем классе. Плюс огромные зеркала, в которые видно, в принципе, почти все. Не в принципе, а реально видно все. Посмотрите также с этой стороны, если поднять, да, там видно все. Так, приборная панель. Приборная панель при всей своей простоте, на самом деле, очень читаема. В ней все понятно, все просто и все информативно. На самом деле ничего лишнего в ней нет. Обязательно сниму, наверное, ночью. Для вас это будет, для меня это будет весь день, для вас это ничего. Раз, два, три. Посмотрите, как приятно ночью. Приборная панель, она не кричит, не мешает зрению, не мешает глазу. Абсолютно читаемо, понятно. И эти очень приятные. Не знаю, я люблю такой ламповый свет, спокойный. Приборы все читаемые, максимально комфортно. Белый цвет, он прям снимает нагрузку с глаз. Это тоже плюс для меня. Вот такая красивая приборная панель. Ночью она идеально читается, все понятно и не мешает глазу, не рябит и так далее. Давайте дальше смотреть. Если вы такой же долбоящер, как я, и адепт кнопочек, и не любите сенсоры, то, в принципе, это автомобиль для вас. Здесь все тактильно понятно. Руками можно крутить.
выкручивать, смотреть, поворачивать, нажимать. Все реально, никакого сенсора. Не знаю, по мне это плюс, наверное, потому что, ну, в бюджетном автомобиле, если бы это было все сенсорное, скорее всего, оно бы ломалось. Здесь оно, я думаю, что надежное, простое и решаемое. Еще есть такой прикольный бардачок. Пока, правда, за 9 тысяч пробега я так и не понял, что мне сюда класть, зачем мне что-то туда класть. Но, тем не менее, вот. Подлокотник. Подлокотник тут вот. Подлокотник, говорю, бардачок. Он тут такой, в принципе, небольшой, но на то, что он есть, и на том спасибо. Если честно, из плюсов в передней части больше, наверное, ничего нет. Самый главный плюс, то, что здесь как бы нет ничего такого кричащего, да, там, мешающего и так далее. Да, жесткий пластик, тут ничего с этим не поделать, это эконом-класс, но это можно, касаемо магнитолы, ее можно поменять, вот эта фигня снимается и покупается двухдиновая, хорошая, пожалуйста, ставьте, смотрите, слушайте. Также и руль. Руль меняется, он 5000 рублей, по-моему, стоит, я смотрел. Хороший кожаный руль. Я имею в виду хороший кожаный руль от Весты, от Гранты можно поставить сюда, ну, который с подушкой вот красивый. Вот, не вот с этой херней под сигнал, а вот этой по центру. Удобные достаточно сиденья. Много, я скажу так, этот автомобиль сделан для двоих. Вот, ну, по моему ощущению, да, там для двоих впереди сидящих. Для вас тут и все, и вагон места, и удобно сидеть, и так далее. Ну, удобно сидеть, а сами сиденья удобные. Посадка не очень удобна. Например, мне 1,85 м не очень удобно. Моя правая нога постоянно упирается в бороду коробки передач. Левая нога постоянно упирается в дверь. Я просто не помещаюсь здесь, потому что, ну, у меня и большой вес. А так, в целом, само сиденье, расположение вполне удобно. Давайте посмотрим, что у нас есть сзади, да, там, и поговорим по поводу задней части. Ну, эконом экономом, но на задней части, за что спасибо. Защита от детей, пожалуйста, она тут есть. Раз, крутили, и дети изнутри двери не откроют. Ну, спасибо, что сделали. Так, ну, еще есть плюс, если кто ездит с детьми. Вот эта крутилка, это плюс, потому что это, конечно, минус в 23-м году, в 24-м году. Но это плюс, дети не будут ломать кнопки. Потом, я в прошлом видео жаловался на тему того, что хрен засунешь сюда изофикс. Да, это правда, хрен засунешь, но все же, если помучиться, наверное, можно это сделать, либо просто пристегнуть ремнями ребенка. Тоже как бы об этом, ну, подумали, детские кресла поставить можно. Чтобы открыть багажник, я вывел кнопку. Сейчас я вам покажу. Оба, кнопка нажата. Идем к багажнику. Так, что у нас в багажнике? А багажник, мои дорогие друзья, товарищи, здесь самая вкусная часть. Здесь может поместиться, если сложить сиденье, до 1 куба. Насколько быстро это можно сделать? Можно сделать быстро. Сейчас я вам продемонстрирую, насколько складывается сиденье и сколько чего можно сюда положить. Для того, чтобы показать вам объем багажника, нужно для этого сложить сиденье. Давайте посмотрим, как быстро я смогу это сделать. Для вас поставлю какую-нибудь интересную музычку. Смотрите. Смотрите, насколько огромный багажник становится. В принципе, размером с 1 куб. Почти 1 куб. Здесь можно перевозить все, что хотите. И куда хотите. Пойдемте посмотрим изнутри. Сейчас, секунду. Надеюсь, камера передает объем этого багажника. А этот багажник дает вам... Еще есть плюс. Конечно, здесь есть крючки, на которые можно повесить пакеты. Дальше. Сюда можно купить в хозяйственном такие липучки. Они одеваются вот так, чик, сюда. Здесь можно хранить всякое барахло. Собственно говоря, огромный багажник. Новый ковры, сейчас, по-моему, автомобиль постелим. Огромный багажник. Это и есть огромнейший плюс данного автомобиля. Да, там, посмотрите на эту распашную дверь. По-хорошему, здесь даже можно сидеть под ним, когда идет дождь, жарить мясо и кайфовать. Даже можно на природу лечь, почти ровный пол. Получается, если убрать все вещи. Что такое багажник дает обычному человеку? Ну, как минимум, если у него сложная жизненная ситуация, подработать.
доставщиком чего угодно и когда угодно. Вторая, если вам что-то нужно перевезти, коляски, вещи, там, не знаю, в принципе, все, что хотите. У вас огромный багажник. Это мини-газель, поверьте. Я вот недавно переездом занимался, я вам скажу, что ну, практически за день я перевез то, что могло перевезти 2 газеля. Потому что объем очень большой. Даже доски почти двухметровые, если сложить передние сиденья, влезают. Я считаю, это самый огромный плюс данного автомобиля. Давайте дальше смотреть. Теперь что по капоту. Смотрите, моя основная мысль ролика о том, что автомобиль бюджетный. Вам дают какую-то изначально базовую комплектацию, на которой есть тьма запчастей, да, там, в том числе и Южном порту. Сейчас я вам покажу. Так вот, мы приехали на Южный порт для того, чтобы потрогать, посмотреть, купить и уехать. Дальше поставить. Давайте смотреть. Мир всего, чего хочешь в Южном порту. Любой тюнинг на ваши деньги. Все, что хотите. Что нам надо купить? Нам надо купить ковры, и нам надо купить молдинги, ну, дефлектора на окна. Ковры его 2000 где-то в районе, резиновые в районе двух каких-то, то ли 2000, то ли 3000. Посмотрим. Подошел, спросил дефлектора. 700 рублей простенькие, маленькие, русские, а 1000 рублей поплотнее. Пойдемте перейдем на другую часть, там посмотрим. Перешли на вторую часть. Сейчас посмотрим, что по ценам здесь. Так, вот такой взял подлокотник. Как и говорил, денежку получил. Решил затариться. И вот такие пока дефлектора. Все на Южном порту. Сейчас пойдем смотреть коврики. Ребята, долго мы ходили, искали. В итоге, пришли к знакомому человеку, которого я уже не первый раз покупаю ковры. Вот он мне посоветовал ковры, которые не будут скользить. Вот это чуть подешевле. 1700, вот эти 2500 ковры. Беру за 2500. Вот эти фирмы. 7500 даже? Вот так, купили мы 700 рублей подлокотник, 1700 ковры, это 200, и 700 большие дефлектора. Почему большие? Потому что кондея нет, летом будут идти дожди. Вот, кстати, один из плюсов. Запчасти на Ладу стоят, конечно, в разы дешевле. В разы. Я думаю, подлокотник за 700 рублей, я думаю, ни у одной машины нет. Давайте, поехали смотреть, что дальше, какие плюсы есть у Лады. Как вам Южный порт? Поехали дальше. Тьма автозапчастей, которые можно, в принципе, интегрировать сюда самостоятельно. Что хотите для вашего комфорта. И другие фары, пожалуйста, если вам надо. Защиту сюда можно поставить, резинки дополнительные, шумоизоляцию и так далее. Выбор, в принципе, за вами. Вопрос лишь денег. Но деньги сюда нужны не самые большие. Да? Деньги можно и простыми, достаточно недорогими. Вот вам пример, вы видели видео из ролика про Южный порт. Давайте смотреть, о чем я говорил по поводу ремонта пригодности данного автомобиля. Смотрите. В принципе, все, кто когда-либо что-то делал в «Жигулях», в «девятке», «шестерке», там, не знаю, «семерке» и так далее, они, в принципе, понимают, о чем я говорю. Здесь все просто и понятно. Надо поменять аккумулятор. Открутил, снял, поставил новый. Поменять фильтр. Пожалуйста, раз, болт, 2, 3, 4. Никаких сложных застежек и так далее. Ничего не сломаете. Открыли, поставили, поменяли. Самое сложное, которое казалось бы, на иномарках некоторых, потому что у некоторых свечи находятся внутри коллектора, там тяжело достать. Пожалуйста, они у вас здесь. Открутил, прикрутил. Я в Раще, чтобы не путать высоковольтники, делал по одному. Снял, открутил, поставил. Снял, открутил, поставил. Все просто. Даже клапанную крышку можно самому поменять. Снять, поменять прокладку, вернее, не клапанную крышку, а прокладку. И поменять. Извините за грязный мотор. Помою обязательно, нанесу защитный эффект, как называется он, полимер защитный, чтобы не так пачкалось. Так, теперь смотрите, к примеру, у вас тяжело с деньгами, я не знаю, кто помнит 90-е, 2000-е, начало.
Я вам расскажу, как свою историю, когда у меня была девятка. Я менял масло, залазил на бордюр вот такой автомобилем одной части. Ну, бордюр повыше, не буду врать, наверное, не такой, а повыше. Подставлял камни под колеса и залазил, менял масло. Теперь смотрите, прикол. Вам видно фильтр? Если машина остынет, в принципе, может рука спокойно залезть и поменять фильтр. Фильтр поменять можно отсюда, даже не надо лазить вниз. Внизу в штатной защите есть под 17 ключ. Вернее, гайка слива масла под 17. Подлез, открутил, слил масло, сделал из 5-литровой баклажки емкость для слива масла. Закрутил, закрыл, завернул здесь фильтр, залил масло и поехал дальше. Вот. Свечи поменять, пожалуйста, поменял. Фильтра поменять, пожалуйста. Вот тормозуха. Ну, не знаю, как с тормозухой. Нужно специальное устройство шприц. Ну, тоже можно, в принципе, я думаю, сделать. Я когда-то менял датчик температуры на 4, вот на этом радиаторе внизу. Я думаю, такая же история можно также. Здесь нету тросика. 9, по-моему, аккумулятор стоит вот здесь. Нету тросика сцепления, потому что оно, по-моему, здесь электронное сцепление. Тросика газа, вру. А не сцепление. Нет, тросика сцепления, не газа, тросика сцепления, все правильно говорю. В общем, ремонтопригодность и ваша фантазия вам дает полный кайф. Что хотите, то и делайте. Конечно, это не гоночный автомобиль, это Ишак. Ишака можно кормить чем попало, и все он будет ехать. Заливать будете 95-й, 92-й. На 92-м, конечно, он будет хуже ехать, дергаться, но он будет ехать и вас не оставит в поле нигде. Вот. А так, если будете за машиной следить, 98-й, 95-й, вернее, экто заливать, тачка прям, пушка, ракета становится. Так, теперь по поводу ремонта пригодности я сказал, да, что можно, в принципе, починить. Имея небольшой набор инструментов, вам по-любому нужно будет его купить, потому что если вы планируете сами чинить автомобиль. Если же нет, вы не планируете чинить автомобиль, то можно его, в принципе, чинить в каком-то обычном сервисе, который не самый дорогой, там масло а-ля 500-600 рублей поменять. Ну, может быть, у вас есть время, желание и 3 возможности. Почему нет? Там, да, иногда мне прикалывает самому ковыряться в машине, есть что-то несложное. К примеру, я когда давным-давно менял на 99-й своей колодки передней. Очень хорошо помню, что было 2 ключа на 17. Надо было крутить, и скоба снималась. И дальше отжимаешь ключом вакуумник, вставляешь колодки и собираешься в обратном направлении. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Также сейчас при замене тормозных дисков, вернее, при замене колодок тормозных, такая же история. 2 ключа на 17 или что-то изменилось? Все, друзья, так, конечно, не пойдет. Я забыл совсем рассказать в прошлом ролике про победителей, которые получили свои подарки и передали нашему каналу привет. Давайте посмотрим, послушаем их. Первая у нас девушка из Красноярска, которому достаточно просто мне получилось отправить через ДЭК. А вот второму человеку, который живет в Волгоградской области, было очень сложно и еле-еле нашел концы. Давайте смотреть. 2 секунды интеграции. Спасибо каналу «Грузин на Марсе». Отправили мне такой компрессор. Город Екатеринбург с ДЭКом. Все работает. Спасибо. Привет! Вот забрал посылку. На канале «Грузин на Марсе» был розыгрыш. Сумка автомобилиста. Спасибо большое Давиду. Подарок очень понравился. Пригодится вот такой наборчик. Пригодится на машину. Машину положу. Нужная вещь. Вот такой подарок. Спасибо, Давид. По поводу автомобиля в движении, давайте посмотрим. Сядем и прокатимся. Вот что я имею в виду, что когда едешь на скорости, нога постоянно упирается сюда. Так, ну теперь по поводу автомобиля в движении. Автомобиль, конечно, в движении очень оптимален. То есть, если вы думаете, что это прям тупой автомобиль, нет. Если сказать, что это гоночный автомобиль, тоже нет. Это автомобиль, в принципе, для комфортной езды по городу. Динамики ему хватает. Разгон, конечно, мерить на этом автомобиле 0-100 глупо. Сейчас заправимся 95 плюсом. И тачка как полетит, как ракета полетит. В этом автомобиле достаточно 3-я передача. Достаточно длинная 3-я передача. Она, конечно, едет хорошо. То есть где-то аж
от 40 до 80 можно ею играться и ехать, да, там, и держать автомобиль в таком диапазоне 3-4 тысячи, чтобы он был всегда быстро разгоняться. Так, вот смотрите, я на третьей. Смотрит то, что не пристегнут, как я и говорил. 40-80. И автомобиль держится, в принципе, нормально. То есть запаса ему хватает. Надо ускориться, пожалуйста. Притормозить, чтобы не глохнуть. Там практически... Опс, сори, сзади грузовик. Я увидел. Ну что, по поводу автомобиля в движении. Что можно про него сказать? Едет достаточно бодро. Я уже говорил, да, третья передача, она очень длинная. Стартует с места, ну, чтобы заглохнуть, надо быть идиотом, если, ну, вообще не умеешь ездить на механике. В принципе, конечно, нет шумоизоляции никакой, да, но опять-таки возвращаемся к первому пункту о том, что можно сделать все самому, и это будет стоить не супер дорого денег. Ну, либо можно нанять людей, которые это сделают, но это будет стоить дороже значительно. Вот так в целом, конечно, тачка. Очень длинная передача, первая мне нравится, она такая чистая, не только тронуться с места, но и на разгон. Ну и дальше там вторая, больше для скорости на обгон, ну и третья длинная, я уже говорил про это. У автомобиля есть пятая передача, понятно, это пятиступка. Ну, пятую включаю где-то я на 80 на 100, даже, наверное, больше на 100. Ну и на трассе. Больше 120 я не ездил, ну так 130 ездил один раз, ну, так ее, конечно, сдувает ветром, если есть колея или ветер там, да. Там колею, кстати, тоже она так не очень любит. А так, в целом, плюс, конечно, управление. Смотрите, насколько широко я сижу. Посмотрите над место, над моей головой. Вот вам видно, при метре 85 у меня огромный запас над головой места. Просто огромный. Это тоже огромный плюс. Еще очень большой плюс автомобиля — это клиренс. Ну, давайте про клиренс покажу и расскажу чуть позже. Вот стоят два автомобиля, которые, в принципе, это первое место по продажам в России, это второе после него, Хавал Джолион. Клиренс у Лады Гранты практически такой же, как у Джолиона, если обратить внимание. Что дает высокий клиренс? В любую погоду, в любую зимнюю снежную погоду, куда не может залезть обычный седан легковой, Гранта запрыгнет с размаха. Она легкая, имейте в виду. За счет высокого клиренса и малого веса она не застревает, едет как БТР. Маленькие колеса позволяют и передний привод крутить рулем и спокойно выехать оттуда или заехать туда, куда не может заехать простой легковой автомобиль. Реально, если замерить клиренс, он будет одинаковый. Так вот и плюсы нашего автомобиля. Первое – это цена. Это цена, которая позволяет купить данный автомобиль новым, не бэушным, а новым, и на нем ездить и кайфовать. Чтобы он не будет, он, конечно, будет ломаться, что-то там по мелочи, но это мелочи. Второе – ремонтопригодность. Я вам уже показал, да, что, в принципе, каждую запчасть можно прикрутить, открутить, она стоит 500 рублей, и ты поехал дальше. В любом месте, даже самому, посмотрев YouTube пару роликов, можно сделать. Я вот недавно таксотехнику менял. Посмотрел в YouTube, как это сделать, и поменял. Третье – это обилие, тьма запчастей на этот автомобиль. Каких хотите допов, тюнинга, всего чего угодно. На любой кошелек и на любой карман. И на любую фантазию. Это делается в 3 счета. Четвертое – это клиренс автомобиля. Да, там на нем можно проехать везде, куда вы хотите, заехать везде, куда вы хотите. В том числе, наверное, и в горах, если по снегу ему, в принципе, плевать, он как БТР ездит. Пятое – это наличие крепления изофикс для детей, хоть оно и в ужасном месте, но оно есть. Да, там защита от детей, оно тоже есть. Шестое, что мне еще очень понравилось, это приборный щиток, который информативный, понятный, да, там торпеда нормальная. Любой доп, я уже сказал. Огромный багажник, это тоже один из, по-моему, 7-й плюс. Огромный багажник, который становится, если сложить сиденье, почти кубом. То есть, в принципе, это автомобиль. Что он будет для того, если вы решили купить этот автомобиль, к примеру, да, там, у вас нет денег, вы решили купить автомобиль, что он для вас будет? Он для вас и будет и грузовым, и легковым, и для семьи. Единственный его такой большой минус, который, ну, по трассам он не очень автомобиль для езды, ну, там, на больших скоростях. А так, в принципе, универсальная тачка, которая позволяет вам просто закрыть
все потребности автомобиля. На дачу поехать, перевезти что-то, пожалуйста, на стройку. Детей с колясками, пожалуйста. Самому комфортно перемещаться. Это не Нива, где гудит коробка. Конечно, здесь гудит коробка, да, но в Ниве гудит раздатка так, что ты застрелишься. Здесь нет, спокойно можно комфортно ездить. Если чуть вложить денег в музыку, так вообще можно кайфовать. А если еще чуточку вложить денег в шумоизоляцию, еще будет комфортнее. Это был такой, наверное, быстрый обзор и мои плюсы, которые я заметил в этом автомобиле для меня. Это сугубо мое личное мнение. Это не... Я не стараюсь там никому привить свое мнение. Смотрите сами выбор за вами. По мне, лучше новый автомобиль такой, который будет, в принципе, кайфовым, нормальным, терпимым, да, там, компромиссным в наше время, чем вообще никакого ездить на общественном транспорте, либо на БУ развалюхе иномарки какого-то лохматого года. С вами был канал Грузин на Марсе. Пишите в комментариях ваши плюсы, которые я пропустил, есть в ваших автомобилях. Буду я очень благодарен вам, буду знать на будущее, что какие есть плюсы у меня. Пишите, буду очень вам рад. Всех вам благ. Счастливо.